Сейчас домик из камыша выглядит так. Но когда мы пришли сюда с Алиной, домик был еще недостроен. Начало октября. Камин выложенный только наполовину, дырявые стены, пыль и полное отсутствие уюта. Дул сильнейший, почти что ураганистый ветер, поэтому качество звука оставляет желать лучшего. Однако, несмотря ни на что, мы славно провели время, славно отдохнули и даже в этих условиях создали уют и приятную обстановку. Приятного просмотра, друзья! Ну все, вообще совершенно невероятная ситуация. Я сама, честно говоря, в шоке в полном, что Алина Белая Ворона в моем этом домике камышовом. Я честно вот вообще до сих пор этого не осознаю. Я сама не могу. Я вообще. И думаю, это первый и, скорее всего, последний человек, которого я сюда все-таки привела. Мне кажется, это... Закрыть надо дверь, чтобы не так шумело. Да, вот. сегодня ветер такой прям сильный-сильный. Да, сегодня прохладно, сильный ветер, пасмурно, и вообще погода очень мерзкая, очень мерзкая. Ну, мы пришли. Да. И все, сейчас будем в этой недостроенной пока хибаре что-то как-то пытаться переночевать. Тут как получается? Тут домик эгоиста, на одного лежак, и надо же как-то нам вдвоем поместиться. Это такой дохлый лежак, на нем там никак не поместишься. Поэтому будем местечко освобождать. Делать, ну, конечно, не лежак, а такое что-то просто на земле. Я тут как бомж переночую, на земле себе накидаю чего. А вот я говорю, давай я на земле буду. Не. Ну, как-то блин. А я ей говорю, нет, гость у меня не будет на земле лежать. Гостю только лежак, а хозяйка уже ладно на земле. Ну и все, перекидали, в общем-то. Вот, кстати, тут дверь предыдущей избушки. Вот она, наверное, мне и послужит в качестве лежака такого спонтанного. Получается, дверь служит еще службу. Это получится очень даже язычок неплохой. Я тут Алину спрашиваю, Алина, чувствуешь запах пыли? Вот прям пыль тут. У нас просто и сейчас оно почти пылевая буря. Ветер и пыль. Ой. О, запах пыли, кошмар. Короткий, да, только? Ну да, коротковатый, конечно. Можно что-то под ноги еще. Да, вот, например, вот эту штуку можно положить. Пришли мы. Дует ветер сильный, погодка такая не очень. Мы так немножко в растерянности, чем вообще заниматься. Но все-таки сейчас пойдем на прудик посмотрим. По соки полазим. Лазим, как сказать правильно? Полазаем. А потом будем готовить ночлег, потом ужин. Ну и болтать будем с вами. Надеюсь, ветер позволит нам озвучить там какие-то свои мысли, какие-то свои настроения. Потому что ветер сильный, из-за этого не хочется даже много говорить. Ну, придется перекрикивать. Да, перекрикивать ветер приходится. Ну, шум. Ну, вы сами слышите, что я вам говорю. Это все слышно.
Чей. Кстати, коряга вообще на лешего похожа. Такая прям мордочка наблюдается какая-то. Глаза, рог, рот. Охранник этого ручья маленького. Ну, ручей почти высох и засыпан полностью высушенными осенними листьями. Сегодня уже какой-то там октября, уже даже не помню, 13 или 14, что-то такое. Уже октябрь, такой октябрь. Да, на прогулке решили вот дров пособирать немножко. А что специально-то ходить? Ну, отдельно. Вот сейчас несколько палок пойдем сюда. Ты да я. Возьмем чего-нибудь. Нормально. Так, Алина дальше по ручью пошла. Там хорошая такая дровина, толстая. Она ее увидела, говорит, буду пилить. Прям захотелось ей. А я вот то, что мы принесли маленькое, тут попилю пока что. У домика. Такое небольшое разделение. Но я так и думаю, Алина прекрасно пилит дрова. Но сейчас она там композицию составляет для видео. Вот, думаю, ну, значит, будем пилить. Белая ворона умеет и любит пилить дрова, так что будем использовать ее эти способности по пилению. Да, будем ее использовать, так что все. А я буду тут пилякать потихоньку. Дует очень-очень сильный ветер, так что не серчайте на звук. Ничего не можем с этим поделать. Ветер, конечно, очень-очень влияет на качество звука. И он не собирается затихать. А вот и Алина с дровянякой такой знатной. О, молодец. Бревнышко хорошее. Хорошее. Да. Супер. Вот я говорю, для чего нужны гости?
Именно для этого. Чтобы работали, заготавливали дрова. Все делали, тяжелую работу. Ну и еще 3. Ух ты, класс. Теперь жарко, было холодно. А теперь все, еще бы. Это все пилить. Да, я буду наблюдать за этим шоу. Я немножко попилила вот тут кучку. Ну, может, еще чуть-чуть попилю, посмотрим. Алина пойдет по тяжелым дровам, а я пойду по более легким. Попробую я. Может, твой поломать. О! Выхватит. Ну и вот такая кучка дров. С Алиной мы тут напилили. Прилично так. О! Да, давай, я кидаю. Так что поди под крышу. Они, кстати, слушай, они же могут на этот Ну что-то могут. материал делать. Да, могут и на кровать пойти. А ты доски умеешь пилить? На доски распилить? Я вон распиливала, две вот эти доски распиливала. А бревно распускала. Не распиливала, а распускала. Ну вот его можно распустить. До пороги. А можно бензопилой распустить? Вот бензопилой не пробовала. Попробуй, это интересно. Мне вообще понравилось. Бензопилой на доске распускать. Опыта у меня еще нет. Под крышей. Кладем. Кладем. Ну вот. Да, и вот сюда перейдем. Мне кажется, что я камеру перейду. Принесла дверку, может, сегодня печку растопим вечерком. Так, где тут вход в эту печку?
Ну ветрище капец, да? Просто вообще жесть. Это не то вверх ставить. Да, пытаюсь попасть. Тут главное попасть. И туда, и туда. Вот, все, попало. Печечку сегодня, может, затопим. Будет у нас такой классный вечерок. Конечно, домик пока дырявый, но все равно будет теплее. Ну, возле печки-то. Да, все равно у печки будет теплее. Всегда с собой везде беру. А у меня в тех местах, где я знаю, что не свистнут, у меня там уже лежит. В запасе, да? В гротах в моих, в обоих калошики лежат. Так, ну готовить будем на это. В избах в некоторых. Короче, прикинь, мне сколько калош пришлось купить, Да, чтобы да, да. везде отнести. Чтобы они везде были. Да, чтобы не таскать здесь. Вот, спальные места готовы. О, котик уже улегся. Что ему? Ему вот забот никаких. Это мы сейчас будем. Кстати, мы обе зелененькие. У тебя зелененький, у меня тоже зелененькое лежбище. Такое у меня у печки. Столик ждет, когда мы будем тут готовить. Магия начинается. Ужин. Изба из камыша дырявая. Кстати, некоторые мне пишут, типа, Таня, а что, у тебя такая и будет дырявая? Ну, конечно, нет. Конечно, я все сделаю. Туда. В общем, я чищу. Ох, какой страшный у меня нож. Я другим почищу. Мне этим острым страшно чистить. У меня рабочий. Опа, это попроще. Так. В общем, я буду О, чистить. я же на нем тереть. О, вот это отличное решение. Так, у меня тут 3 яйца. Так, выложить пока. Столик просто немножко шаткий, мы боимся на нем тереть, поэтому... Да, столик пока не готов. Так, у нас в сегодняшнем меню драники картофельные с луком. Да, это я Танюхе предложила, Да, потому да. что я очень драники люблю. Я говорю, давай драники Да. себе сделаем. Она говорит, только чур ты будешь тереть. Я Ну, говорю, всё. ладно. И дыньку еще взяли. Правда, не знаю, куда у нас дынька будет. Еще чай хотелось бы. Кстати, а на какой ты обычно трешь? На большой самый. На самый? Да, я на, да. А ты как? А я на поменьше, вот на Да. один. Ну попробуй на так. Давай половина по-твоему, половина по-моему будем делать. И получится смесь. Ну рецепт в смысле объединен. В смысле, мне картошку всю мелко делить? Как хочешь. Я ж тебе всегда предлагаю делать как хочешь. Вообще, свобода действий. Да, мы так и в походе были, я всегда говорила, Лена говорит, а что там? Я говорю, да как хочешь. Вот я тебе так же. Да. Мы поэтому друг друга вообще не напрягали. Потому что мы не напрягали, потому что мы все время вообще никак не пытались воздействовать. Да. И за счет этого мы легко так сходили хорошо. А обе думали, как мы пойдем вместе, как мы это все Ну да, да, да. Были такие, как оно пойдет, переживания. будем ли мы общаться усиленно. А мы так усиленно общаемся просто. Кстати, картошку есть. Просто часами, с утра и до ночи. Я вообще в шоке, что мы столько болтаем. Я реально в шоке. Сама в шоке. Я вообще ни с кем столько не болтаю. Так, а я тоже. Это Мне болтаю. просто капец какой. Я только со зрителями болтаю. Ну да. Ну я тоже иногда на меня найдет, я болтаю. А так. Вообще, это путешествие, вообще встреча с Алиной, она странная, необычная, наполненная какими-то странными ощущениями с самого первого мгновения. Когда вот Алина выходит с автобуса, и мы камера на камеру друг друга встречаем, и все, и началось. Странность вот эта, да? Да. И она не проходит. Да. А ведь мы вместе уже, я не знаю, какое сегодня число, 12, 13, а встретились мы 30-го. То есть дофига времени. Уже полмесяца. Да, вместе. Вместе Да. получается. Да, да. Я вообще сама не заметила. Ты мне сейчас говоришь, я в шоке. Очень, да, очень долго мы. Полмесяца. У меня никогда, по-моему, такого не было, чтобы я с кем-то так долго, именно с девушкой была так долго в тесном общении, вот полмесяца. А, кстати, для меня очень новый опыт именно с девушкой быть в походе. И вот этим всем заниматься, этим бытом, вот этим, как это, поиском места для стоянки, вот это все-все-все. Это очень вновь, очень вновь, так необычно. Я с девушками никогда не ходила. Не, ну сестра там как-то была, маленькая. Ну там я не считаю, с малой сестрой ходить это ну не то. Ну да, А тут- сестра это А сестра. тут, да,
втройне то, что девушка, блогер и походник. Адская смесь. Адская смесь. Картошечка домашняя, да? Да, конечно. Еще бы у меня было не домашнее. Ты что? Конечно, домашнее. Все домашнее. И яйца. Даже у нас яйца домашние. Все домашнее. Круто. И лук домашний. Бананы не домашние. Банан. Блин, Таня, ты что бананы-то не Бананы пока не вырастила? научилась Ты не выращивать. могла, что ли, подготовиться? Да, домашних бананов заготовить. Бананы не вырастили. И дыню, кстати, тоже не моя, да. Хотя были у нас... Хотя ты дыни. говоришь, были Да, очень. да. Около 20 дынек мы вырастили. Как раз эфиопка была. Как раз эфиопка. Да. Ну, это тоже, кстати же, местная дыня. Да, да, это местная дыня, классная. Не магазинная. Алина, а сможешь ли ты потереть лучок? Ну, куда ж я денусь, Танюшка? Да, ну посмотрим, как ты будешь себя ощущать при этом. Да, что я лука, что ли, не терла? А что, терла? Слышь, конечно. Молодец. Сейчас, значит, будет для тебя такая сложная, но посильная задача. О, и лучок для вкуса. Ура! Лучок на какой тереть? Вот лучок как раз лучше на мел. Да совсем мелко. Ну вот, ну да, да. Я вот на такой. Да, да, вот на эти, да, да, на эти. Ой, хорошо. Только ветер шумит. Не знаю, как там слышно вам вообще. Да приходится Кто громко. Да, орать. и громко приходит. Не люблю так. Из-за Но этого ветер очень сильный, очень. Просто вот такой ураганистый. Ой, люблю так драники делать, чтоб не я терла. У меня сестра так говорит. Тоже к ней приезжает так сразу. Алина, ты трешь. Я говорю, ну ладно. Так, ладно, пойду мусор выброшу пока. Яйцо. Домашнее. На, соли ты. Да, только, Да, только вот. хотела сказать, Видишь, только не перестать. Кстати, обрати внимание, насколько сильно у нас сходится вот это мышление вообще. Только я подумаю, ты говоришь. Только ты говоришь, я подумаю. Это просто вот, просто нереально. Как такое может быть вообще? Счет у меня, ладно. О. Оп, оп. Сейчас будем с Танюхой драники жарить. Кто у нас храбрый? Таня сказала, Алина, жарить будешь ты. Да, кто у нас храбрый? Бля, вот сквозняк, конечно, даже в домике, вот по пламени это сразу видно. Так витрина такой, там Витрина, такое ощущение, да, что да. все деревья сейчас свалит на нас прям. Опа. Хорошо, тут вроде деревья такие сильные. Да, Танюха? Да, хотя валит, очень даже валит. Ну что, лью масло. Я как раз буду, будем вместе. Ты будешь там насыпать, я буду там накрывать. Ну, короче, на подхвате. Так, лью масло. Это немного, да? Так, хватит. Так. Ой, блин, а ты что, Чу- убить это кого-то хочешь? что ли? Чугунная сковорода. А как же выдерживает твоя горелка ее? Нормально. Кстати, сейчас быстро нагреется, по идее. Но это надо чем-то проверить. Не очень, конечно, удобно тут. Водичкой капнуть. Ну, в смысле водичка? Ничего. Вот, пожалуйста. Да, уже начинает скворчать. Да, скворчит. Давай, ты насыпай, я буду потом убавлять. Ты под крышкой жаришь? Нет. А, ты так? А мы под крышкой жарим. Они же будут, фу, какие мягкие. Мягкие, да, будут. Надо хрустящий делать. Короче, мы с Таней немножко расходимся в рецептах во мнении жарения драников. Да, да. Она еще муки добавила, а я муки никогда не добавляю. А я добавляю. Ну, собственно говоря, я вообще-то драники-то 100 лет назад жарила. Так, что у нас там? Ну, еще чуть-чуть. Ага. Ждем. Маленько еще. О. Опа! Красота получается. Еще какая? Да, прям вообще Румяненькие. Очень, Запах-то какой. очень-очень.
Первая партия готова. Оп, оп. Красотень, пошла. Пошла жара. Ура, Сейчас следующую партию. одну. Ой, я так рада, что Алина готовит. Прям вообще гость замечательный. Дрова попилила. Драники жарит. Красотень. Аромат какой от драников. Ой, Да. Аж есть захотелось. прям вообще хочется хватать их жадно. Да. Вкусный запах такой. Да. О, давай. Чай надо готовить. Еще одна партия, и все, я так понимаю. Да. Мы будем с чайком же. Дранички. Хватит водички. Процесс идет. Все прям у нас движется. Фэншуем. Да, все как полагается. Красота красотейна. Тут чай такая смесь зеленый, ягоды, черный, тут всего. Такая смесь получается. И на завтра, на утро как раз. Прохладненько? Надо печку затопить. Да, затопим печку. Ну, мы сначала, наверное, чай попьем, да? Потом. Да, согреемся чаем, а потом уже немножко печурку. А потом уже в спальнике и будет. Дынька еще. А, дынька. Вот дыньку надо при печке есть, иначе мы Да, точно замерзнем. Да, дынька это все-таки. Давай разломим хотя бы один. Нет, давай по одному. Да, давай по А одному. то так прям А то хочется. смотреть так. Нежные, классные. Вкусняшка. Ом-ном-ном-ном. Горяченькие. Сметанки не хватает. Я пишу сметанку. А, махала. да. Ага. Сметанку бы Мы еще. тут не подумаем что-нибудь взять. Прям так. Так, включу. Ой, света-то не видно ничего. Что бывает, когда работает одновременно два оператора? Тут освещение, два штатива, это для Алины, это у меня. И еле-еле мы тут вдвоем за штативами устанавливаем, потом оббегаем, бежим в сцену, снимаем, перебегаем обратно, очень тесно. И надо так аккуратненько, чтобы все это чтобы не зацепить, чтобы не упало. И вот в таких условиях снимаем. Ну и мое отражение. Привет. Чай не кипит. Не то, что кипит, а прям выкипает. Все, выключаем. Опа. Все, можешь наливать. По половинке разбавим, наверное, да? Чтобы сразу пить. Ой, какая вкуснятинка. Да, красота. Я уже, кстати, кофту надела. А мне прохладненько, а я ничего не брала делать. Я Будешь такая... укутываться в Ну, спальне. я в спальник, да, я так рассчитывала, что в спальне налить? да, и мне не полная, чтобы горяченькая была. Все, хватит. Я уже подзамерзать начала. Сейчас мы горячим чаем согреемся, потом печечка будет. План такой. Ням-ням, поесть, потом печка. Ну что горяченькие? Терпимо. Я, кстати, свой нож забыла. Как дела, да? Это мой нож специально для готовки в этой избе. Я его только сюда беру. Вот этот нож именно в этих сюжетах всегда появляется. Вкусняшка.
Там прям дранички в избе. В такую непогоду. Да, там ветер бушует. Там вообще капец, что творится на улице. А мы тут драники кушаем с горячим чаем. Пожарный мусор. В принципе, пытается. Сразу. Оба. Вот так, оба. Ну, сейчас дровишек принесем с тобой, тех, которых мы напилили. Хотя здесь у меня есть дрова, там немножко есть. Чтобы нам тут вытягивало. Все. Сейчас. О! Так, хватит. Все, время пришло дыньки. Мы тут побегали, то все. Кстати, несмотря на то, что, согласись, несмотря на то, что дырявая изба, здесь уже тепло. Да. А на улице прям ветер такой, холодно. Там только за дверь выходишь и Там все, всё. капец, сразу выдувает. Нет, здесь, да, тепло, хоть и дырявая изба сохраняется. Эта крыша-то, она же не Да, дырявая. да, и вверх становишься, именно где голова, Да, вверху, да. сразу чувствуешь, даже что прям здесь. тепло. Ой, Прям у меня у тепло, печки тепло. вообще. Классно. Ой, наконец-то. Еще дыньку, ням-ням. Вот это у нас, Ну ничего, у тебя ножка хорошо режет. а он хороший, да, вот этот. Хотя его редко-редко точу, но он пчак, он такой. Это пчак называется. Чак. А я свой нож забыла. Мой нож тоже хорошо Да, у режет. тебя отличный нож, большущий такой, серьезный нож. Просто нож. Просто нож. А у Хорош. меня, видишь, не просто, у меня пчак нож. Да, у тебя не просто, у меня просто нож. Ну, название такого ножа. А то люди О, подумают, что Ну-ка, правда. дай просто. мне. Да запах и так уже. О, так еще клевее. Так, куда мы семки? Наверное, все-таки тарелочку надо для семок. Да, так а так-то еще бы. Ну, Вот сюда вот куда-то. Давай. Вытягивай семки. дыньку что-то решили, да? Ну. Тащить. Ну мы же тащили на море арбузик. Да. Тут Ну ты дыньку. тащила. Ну, я тащила, да. Я тоже хотела там, но видишь, Там там надо же не... было кому-то в лагере остаться. Да, А видишь. так как я местная более-менее, я там ориентируюсь, поэтому я пошла. Да. Надо было это тогда объяснить. Да, да, да. Потом Почему сейчас- я пошла? А ты Я осталась. что-то там говорила, но не помню уже. Я что лучше знаю, как, куда там, что. Я ж не Да. первый раз там, поэтому я. Я и пошла. порывалась пойти, но Таня Ну, сказала. мы решили, лучше Алина останется, а я пойду. А мне вообще хорошо так коленка. А мне греет. тоже Да, хорошо. это вообще Мне классно. прям здорово. вообще... Уже. Первый кусок мне, правильно, Танюхи первый кусок. А как же иначе-то? Арина, мы не зря купили и несли эту дыньку. Дынька хороша. Реально очень вкусно. Прям повезло. Удачная дынька. Она прям медовая. Прям- Медовая и тает во рту. Да, прям шикарная. Не зря. Я таких дынь никогда не ела. Серьезно? Да.
Обалдеть, классная дынька. Вкусно. От печи прям тепло идет, кайф. Мне вообще тут хорошо сидеть. У Мне печки. тоже. И тут печечки я. Ну, вообще сейчас уже не холодно мне. А вот мордаху потом И мне. придется идти мыть после блиньев. В речке. Сейчас как налопаемся дыни. Прикольный ножик. Давай еще. Кайф. Вот это мы с тобой умеем наслаждаться, а? Да. Сами себе сказку создали, сами наслаждаемся тут. Да, надо было еще гирлянды взять. Да, кстати, хотела. У меня но нет, что-то у меня-то ну, с собой надоели, нет. да. Устроили себе уют среди буйства вот этой ночи, ветра. А у нас тепло, уютно, вкусно. Дынька хороша. Вообще обалденно. До самой нижней корочки. Кайф. Еще немножко. На улице такой ведруган. Ну, сильно топить не будет. Оно бессмысленно так. Дрова-то изничтожать. Итак, мы вкусно поели. Дыньку, кстати, всю умяли. Потом сходили в заводе, помыли посудку, мордашки свои, Да. Руки, лицо. ручки там, да. И вот сейчас сидим вот у печурочки. И прям реально тепло, прям реально хорошо, прям вот вообще уютно. Ну, Я правда, вот решила даже кофту снять. правда, свет только сейчас включили, а так мы тут в сумраке В таком. тенечке. В тенечке, да, в сумраке таком сидим. И нам уютно, хорошо, и мы болтаем о разном тут. И рассказываем друг другу. Истории то, всё. всякие Да, из интересные. жизни там рассказываем. Делимся там опытом разным, у кого что и как. И так хорошо. Иногда я так краем сознания осознаю, что там вот ветер бушует. Но о нем забываешь, когда общаешься, да? Вот мы с Да. тобой общались, вообще про ветер не думали. И так иногда так раз, мельком там, ага, ветер там. А у печки жарко, да, и кипяточек попиваем немножко, да, немножечко. Что-то пить захотелось, нагрелась. Кстати, могут многие спросить, а почему вы готовили на горелке, а потом печку разожгли? Могу дать ответ. Это был хитрый план. Хитрый план. Так что думайте, как хотите, да? Сочиняйте там себе. Нам было так удобно, скажем прямо. Да. Нам было так удобно. Ой! И так хорошо сейчас. Мы вот сидим вообще замечательно. Я на этой... Болтаем в темноте тут, рассказываем всякие истории из своей жизни. Мы уже столько друг другу рассказали. Прям Да. вообще очень много всего рассказали. Я Танюхе говорю, давай хоть снимем-то, хоть Как мы сидим, а то мы уже сидим тут, разговариваем. наверное, час без Да съемок. больше, наверное. Да, уж болтаем. И у печки так хорошо, пригрелись. Таня говорит, даже и жарко, у Мне меня жарко, красное. у меня лицо, да, прям горит красное вообще. А мне хорошо, я любитель погреться, я очень люблю так тепло, мур-мур, мур-мяу. Думаю, И- когда я и мне все прям хорошо. обобью, тогда будет вообще и не у печки хорошо, будет вообще А я классно. Танюхе еще говорю, что было бы классно мне приехать, когда у тебя уже тут все сделано будет. да, прям. тогда будет вообще классно. Да. И самой сравнить, и побывать уже в такой хорошей избе, когда Наработанной, все да, уже да, да. сделано. Оценить вот это вот, насколько будет тепло держать. Да. А то Мне сейчас самой интересно. а то как сейчас это печка-то потухнет, и сразу это все будет. Да. Ну, дырки, конечно, все. будем прятаться Просвечивает. по спальникам. Еще поболтаем, да, и будем по спальникам, да, спать. Да.
помоемся зубы почистим. Да. Бань. Бань. Но оцените, как шумит ветер. Там реально ураган на улице. Там деревья гнет. Да, гнетом. Чуть ли не к земле. Холодно вообще. На улице холодно. А здесь Котик тоже пригрелся. Да. Хорошо ему. Кстати, хочу волосы распустить. Я же заплелась-то, потому что витрина такой. Я же не люблю заплетаться. Когда такой ветер сильный, я всегда заплетаю волосы. Или когда, наоборот, бывает жарища сильная, мне от них жарко, и я тогда тоже в косички выбираю. Особенно если переходы сложные с рюкзаками, чтобы мне не мешались. А так я не люблю заплетаться, я люблю, когда волосы распущены. А мне часто раздраженные мадам пишут: что ты ходишь, космата, не можешь хвостик сделать, мне так ходит пишут. она с патлы распустила. И вот какая-нибудь мадам, и не одна так уже. Так у меня у зрителей у моих постоянно раздражает, И так раздражают. Я думаю, ну что, мне вот они, у меня ж не длинные, мне они не особо-то мешают. Но бывает там, вот, кстати, мы когда с тобой по Черноморскому побережью гуляли, вот это ходили, ветер, и мне волосы все время вот так в рот залетали и прилипали, главное. Я все время их выдирала. Там мешали, да, было дело. А в целом они не мешают, нормально. Не, мне, если мешают, я их всегда уберу. Поэтому, когда я с распущенными волосами, значит, они мне вообще не мешают. Я уже про волосы 1000 раз объясняла, что волосы это, как это сказать, мой проводник. Я черпаю через них энергию, энергетику всяких мест. И более чувствую через них природу, что ли. Я не знаю, людям это, наверное, не понять. Такие вещи. А мне вот тоже нравится иногда быть с распущенными волосами. Не всегда. Вот иногда мне просто Я нравится. прям вообще да. люблю с распущенными волосами ходить, они мне нисколько не мешают. И вот когда мешают, вот я сегодня с косичками, потому что ветер. А вот они когда мне мешают, тогда я их убираю. А так, вот только первая возможность распустить волосы, я их сразу распускаю. Вот, например, когда я с глиной камин кладу, я сразу волосы убираю. Ну, конечно, там. Потому что там руки в глине, все в глине, ну, откинуть волосы просто нет возможности. Они там тебе вот так, а ты там что-то с глиной. Там я сразу хвостик, все. Так это-то понятно, что Это когда... понятно. Там уже- Если бы я с глиной работала, тоже... Конечно. Нет, если бы я вообще что-то там строила, делала, наверное, бы я тоже убрала волосы. Ну, там просто не всегда получается отбрасывать. Там ты в перчатках и занимаешься, руки заняты, не поотбрасываешь, короче, классно. Вот так мы и сидим, такие довольные. Тра-ля-ля-та-ля. Мы даже включили это на 5 сек. И все, и уже понеслась. Надо выключать. Душа в рай. Да. Да. Попробую такой чурбак побольше засунуть. И уже, наверное, последний. Пускай он там долго будет гореть. Помещается, однако. И там корявый очень. Вот он будет там 100 лет гореть. Ну, 100 лет, конечно. Опа, вот так вот. Все. Вот так, чуть-чуть приоткрыто. И нормально. Ну и все, баньки. И тут мы с Алиной осознали, что я невольно себя ближе к печке поселила.
Да-да. Признаться, я жаждала поселить гостя на лежанку и не знала, что я в итоге сделаю себе такую хорошую лежанку-то, неплохую. Правда, я на ней еще не лежала, не знаю, как там на этой двери лежать. Это же дверь-то, собственно говоря, а не лежанка. Все, раздеваемся, упаковываемся в спальнички и спадки. Ну, может, еще будем болтать, да, уже? Да, мы всяко будем болтать. Да, всяко будем болтать. Алина даже не сомневается, что мы всяко будем болтать. Да. Так что раздеваемся, упаковываемся. Ой, штаны. Танюха, у печки с 2 спальничками. Да, я люблю, чтобы было тепло. Скажи, а я не люблю, да? Да, я вообще мерзлявая. Ой, как хорошо. Ребята, вы не представляете, как это прекрасно. В этой халабудине укладываться спать. О, какая радость, какое счастье. Я хотела еще свет потушить. Ну ладно, потом уж. Так ты, сейчас мы потушим Это- вместе. Ну, Алина, туши свет. В смысле мою камеру. Че я буду вставать? Лежим в своих спальничках и слышим, дождик пошел. Мало того, что ветер бушует, еще и дождик идет. Ой, привет, привет всем. Ой, спалось, в принципе, очень даже мне тепло. Вот, космотушка. Вылазить из спальника мне не хотелось, но тут Алина, все, давай, вставай. Ну, пришлось вылазить. Все. Так что да будет свет, да будет день. А ночью, полночи моросил дождик. Ну, не то, что прям дождь, ну такой был дождик. Утром И по- был нормально. Да, и под утро. А это я проспала. Это я уже прям заснула утром хорошо. И очень зябко, вот это сыро, зябко. Как это? Ну, в общем, не очень. Хочется одеться, закутаться, попить чего-то горячего. Да, горячий. В общем-то, наверное, позавтракаем, да будем собираться уже. Завтрак горячий надо. Да, завтрак горячий нужно, и можно идти домой. На этом, наверное, приключение такое небольшое будет завершено. Сразу штанишки одеть, расчесаться. Ой, когда. Но радует то, что действительно было спать, ну, мне лично очень тепло, прям я хорошо. Мне тоже тепло было. Единственная подушка у меня все время пыталась куда-то убежать, и я ее постоянно где-то искала. Ну что, Для зарядки надо кофту. а мне очки надо. Зарядочку сделаем, согреемся, потом горяченького пойдем. Да, Таня? Да. И потом по этой сырости
Пойдем. Кстати, можешь сразу про трассу. Тут, кстати, трассу слышно сильно. Вчера ветер такой шумный был, хорошо заглушало. Тут не сильно далеко трасса проходит, машины шумят. Что-то я говорю для того, чтобы мне потом не писали, что ты там где-то возле трассы находишься. Да, тут трасса недалеко. К сожалению. Да, но домик стоит в таком нормальном диком месте, в принципе. Но трассу слышно. Такие две. Головы синхронно почти. Раз. Я, кстати, не знала, как ты там что делаешь. Сама еду. Смотрю, а ты тоже. Ну, ветер так и дует. Дует, но не такой сильный. Ну да. Мешаешь. Главное, нам с тобой друг друга не напомнить. Может, боксом займемся так? Хук справа, хук слева. Что, хорошую, кстати, разминку так удар сделать по лодке. Поразминаться спинку. Кстати, вот эта дверь я на лежанку положила. Это такое спонтанное решение. Когда я сюда шла, я думала, какие-то циновки там буду из старых класть на землю и так. А потом дверь увидела, думаю, блин, это готовый лежак. Нормально. Действительно на нем спалось. Пригодилась дверь Еще еще. неизвестно, где лучше спалось. Да, возможно, да. У тебя там что-то лежанка такая, немножко корявенькая. Корявенькая. И там надо было найти такое, короче, место, Ложбиночку да, туда чтобы так. туда в ямочку упасть. Да. А если, Все как в походе. да, если по-другому Всё как в ложишься, то походе. уже все. Да на моем этом лежаке тоже там с одного края что-то торчит непонятно. Поэтому приходилось немножко так вот. Но в целом я довольна. Было очень даже уютно. Опа! Что, еще не проснулась, что ли? Вроде давно проснулась. Столько валялась. А Да. я поспала, реально. Я еще так хорошо под утро прям заснула, сон еще один посмотрела. Такая вся. У нас какой-то стиль разный по одежде, такая вся в обтяжечку, а я вся такая широкая, Свободно. свободная. А причем у меня вещи в обтяжку случайно получаются. Просто мне что-то нравится, оно такого фасона. Что там болтыхает? Все-таки это случилось. Все-таки не задели это ничего. Как хорошо с утра, можно быть лохматой. И никто мне не скажет, что почему ты такая косматая. Убрала бы волосы свои. Я ж только проснулась, мне простительно. Ну вот именно. А он тоже не пойми, что у меня. Пока еще не расчесывалась. Красоту наводить попозже будем. Ну, немножко размялись. Вся моя красота это чуть-чуть расчесаться расческой. Ну, И я всё. тоже все, когда сейчас расчешусь, все красивое. Вдох. Что, Тань, согрелась? Немножко, да. Я тоже немножко, но не совсем. Сейчас, Сегодня реально да, так холодно. да, прохладненькое утро. У меня руки прям Руки, ледяные. вот на руках это ощущается прежде всего. Руки ледяные, да. Руки, да, нет. Надо горяченького. Чаек, Всё. омлетик. Да, сегодня я говорю, Танюхе, давай-ка я
печку подожгу. Ты вчера, говорю, разлетал, сегодня я. А то я ж тоже люблю. Я ей вчера говорю, мы тут не подеремся, кто печь будет затапливать. Вообще. Да, закрывай. И да, так нормально будет. Все. Сейчас тепло будет. Хорошо. Погреемся в печке. Руки вообще прям, они ледяные. Ледяные, да. Сейчас печка нагреется, будем с Таней делать омлетик с кабачком. Да. Такой у нас будет завтрак. И еще с вкусняшками чаек попьем. Да, еще бананы есть. А, да, еще бананы есть. Я, конечно, тут так низенько сижу. Да, тебя, может, даже и на моей камере будет не видно. Ну, либо частично. Ну, будет видно там хотя бы... Мы тут с Танюхой кабачок с яйцом, с луком будем делать. Да. Столик такой шаткий, поэтому надо резать как-то аккуратненько. Тупой. Мне кажется, им лук капец как будет резать. Это такой у меня нож рабочий для веревочек. Так, сейчас. Кстати, с печкой сразу стало веселее. Согласись, веселее, да? Очень теплее, главное. Главное теплее. Я вот сижу, мне прям этот бачок очень хорошо прям. Хотя изо рта пар идет. Я даже честно не знаю, сколько градусов на улице. Не, мне придется твой нож дать. Да, ну ладно. Это нереально. Сейчас я лук порезать таким тупым ножом. Да, значит сейчас он просто расползется. Я этим покрошу бачок. И тогда будет крошить. Очень простой, кстати, завтрак. Омлет с кабачком и луком. Главное, вкусно получается. Так, довольно. И просто. Можно было еще чеснока набросить. Да, можно было. Так, все, я сметаю все в тарелку и ставлю в сковороду. Вот это не сравнить. Ну да, пчак, да. Сразу. Мору давно не точили, надо точить. Вот, кстати, кабачок как раз любым ножом бы порезался. Он же мягкий. Мягкий, да. А лук сложнее. Ну, пчак такой, знаешь, с ним надо прям осторожненько. Он пальчики только так. Крошит, да? Крошит. Не только лук, но Не и пальчики. только пальчики, только так. Ух. Так, я сюда же сразу лук. Да, Или ты вот да, все, до кучи. Так, где моя открывалка-то для печки-то? Ой, ё-моё, где же она? У меня все еще было не готово к использованию печи. Это такое спонтанное использование, поэтому у меня все еще не готово к использованию печи. масло куда делать? А вот, у тебя поднялось. Чуть-чуть тоже такой, чтобы не слишком жирное было. Не люблю, когда много жира. Хватит? Нет, еще чуть-чуть. Вот все, хватит. Так. И для пробы кабачок будем по нему определять, когда нагреется. Когда он зашкварчит, тогда будем высыпать. Ну и все. Кабачок дал понять, что пора. А, кстати, ложечку добавить давай. Ложечка нет. Помилки права. Мне очень жарко уже, прям очень. Я прям все. Казалось бы, дырявое строение, но разожгли печку, и тут стало тепло. Что, помешать хочешь? Да. Давай. Мешай тогда. Надо накрыть, помешать и накрыть. Только ну чуть-чуть они осядут, и тогда будем яйцо добавлять. Мы тут, понимаешь, не хотим это, а хотим вместе готовить. Мы не можем разделить, кто что Кто делает. что будет делать. Все хочет, всем хочется. Поэтому вот так вот делаем. И все, а ты соль на свой вкус. Ну и перемешиваешь тогда, а я накрываю. Разделили обязанности. И все. Будет такое яйцо с кабачком и луком. Вкусняшка. Кстати, чайник убрали с печки, потому что он закипел, а не хотим заваривать, потому что оно остыло. Да.
Поэтому Лучше потом еще подогреем. Все. Вот так мы сработали. Вдвоем. Да. Сюда омлетик. И чай. Чай наваривать, да, можно. Полкружечки. Да, полкружечки. Кстати, проснулись, было так зябко, холодно, и хотелось быстрее отсюда уйти. А сейчас печку растопили, уже так уютненько, хорошо. Да, но Алина еще немножко мерзнет. Да, ну а мне прям вообще хорошо так. Где наши? Я-то мерзлявая. Где наши? С этой стороны мне тепло, с этой холодно. Еще у нас тут такой контейнер Вкусняшки. с сладостями. Печенюшки, прянички. Что, открываем, Танюк? А, Да, у тебя же это да, это тряпочка. горячая. О, горячая. вкусняк. У нас еще бананы, если мы еще захотим их А вообще. запах-то, да. Запах, да. Там куда чайник уберу все-таки, я думаю. И ты вилкой будешь? Да, я буду вилкой. Такого нет, поэтому я буду вилкой. Я так все Давай время бананы сюда для красоты. наш запах. Фэншуй все. Композиция. Вот Давай. сюда. Мне кажется, И вот так. так. И вот так. Сейчас вкусненько покушаем. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. О. Если соли мало. Мало? Пойдем. А я-то уже сильно проголодалась. Я проснулась-то давно. Ждала, пока Танюха проснется. Чувствую, уже в желудке начинается сахар. Мне так спалось хорошо. Я сплю и сплю. Да еще. Говорить не могу. Горячая. Зато согреемся сейчас. Ну, ты-то уже согрелась, а я не еще. Я вообще Да, кстати, мы уже заходили. Да, мы-то снимали их обратно. Хорошо оно у меня тут все. Камыш гибкий. Все собрались. Я еще что-то вчера так разжарилась и в свитере пошла. Вообще ни куртки не взяла, ничего, тут дождик срывается. Думаю, вообще не весело, конечно. Чего меня вчера так перемкнуло? Алина нормально оделась, а я как... Так я ей весь день говорила, что ой, вчера Да, еще да. витрина. Говорю, Да, когда да. у нас такой витрина, у нас дождина потом А начинается. я такая думаю, не, вряд ли. Чё Она ты говорит, не будет дождя, не будет дождя. Ну, так? Не, я говорила, может быть, но вероятность небольшая. Ну вот. ты думала, что, ну, типа, если и будет, то 3 капли. Да, 3 капли, оно так неплохо. Ну, в общем, что, собрались домой, поели, посидели, не спешили утром, хотя думали, будем спешить побыстрее отсюда уйти. Не спешили, хорошо сидели, хорошо опять болтали, хорошо ели, согрелись у печечки. Ну и все, домой. На этом сюжет закончен. Такой был поход с Алиной Белой Вороной. Кстати, подписывайтесь на мой канал, на канал Алины Белой Вороны. Все ссылки в описании под роликом. Прям там все ссылочки необходимые. Ну и все, до новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока.